В моем последнем видео вы наверняка видели мое новое приобретение. Это Tri-Cab Bajaj Re. Посмотрим его двигатель, управление, стоимость, расход топлива, удобства для семьи, как он себя ведет на дороге. И в конце самое главное, я расскажу, стоит ли он своих денег. Bajaj с виду небольшой и малогабаритный, но внутри места довольно много. Салон простой, без лишних наворотов, но для семьи места вполне хватает. Конечно, это не машина. Шум и неровности дороги ощущается сильнее, зато от солнца и дождя защищает. Руль не совсем удобный, к нему нужно привыкнуть. Приборная панель простая и понятная, а большое лобовое стекло дает хороший обзор дороги. Музыка, спидометр, показания наличия топлива, поворотники, дальний ближний свет, стеклоочиститель, сигнал. Подробно расскажу, зачем нужна эта красная кнопка и почему она красная. В данном положении свет выключен в Tri-Cab. Среднее положение включены габариты, чтобы ночью оставить Tri-Cab на дороге. И нижнее положение – это включение ближнего дальнего света. Без этой красной кнопки не работает вот эта кнопка. А красная она потому, чтобы обратить на нее внимание и не забыть выключить свет на ночь. Но если вы забыли выключить свет и сел аккумулятор, то это тоже не проблема в трайцикле. Есть вот такой рычаг, которым таким способом можно завести Tri-Cab с толкача. Ручка газа, сцепление и переключение скоростей при выжатом сцеплении. Первая скорость, вторая, третья, четвертая. И одна задняя, которая включается первой скоростью через нейтраль. Вот загорается кнопочка нейтрали. Поворотники. Аварийка. И также показывает уровень топлива лампочками. Циферблат освещается. И радио. К магнитоле я провел и спрятал кабель. И подключаю телефон для музыки. Также есть бардачок, который закрывается. Прикуриватель. Аварийка. И это включение радио. Есть держатель для бутылки. Тормоза. Дальний свет. Ближний свет. Правый поворот. Левый поворот. И аварийка. Парковочный свет. Аварийка. Левый поворотник. Правый поворотник. И задняя скорость. Стоп-сигнал. Откидывается сиденье. Тут у нас аккумулятор и запаска. Запаска запирается на ключ. И аккумулятор тоже. Также можно закрыть все это сиденье на ключ. На навесной замок. Крышка от бака. И такое закрываемое место, пока не знаю для чего. В оригинале также были коврики спереди, сзади, брызговики. Обычные колеса было бы красивее с литыми дисками. Ручник.
Есть также ремни безопасности на 3 человека сзади и на одного спереди. Они просто спрятаны, так как я ими не пользуюсь. У Bajaj довольно большой дорожный просвет, поэтому он хорошо подходит для неровных дорог. Зеркальце я уже покупал сам отдельно и купил такие корзиночки, которые как влитые входят на эту трубу. Вот вторая. Я пока не снимаю пленку с сидений, потому что у меня тут кот. Он постоянно спит в этом Баджадже или там, сзади в багажнике, или сверху. И я боюсь, что он испортит сиденье, поэтому мне необходимо заказать двери вот из такого же материала, чтобы мне изготовили двери вместе с окном. Примерно вот таким вот. И тогда только я смогу снять эти чехлы. Вот виновник того, что я не могу снять чехлы с сидений Баджаджа. Откроем капот двигателя. Здесь двигатель примерно на 240 кубов с инжектором. Мощность около 10 лошадиных сил. Для такого транспорта мощности вполне хватает, особенно на небольших скоростях и при езде с пассажирами. Я уже проехал на этом Bajaj более 500 километров, поэтому у меня есть что добавить. Сейчас поговорим о минусах этого Bajaj. А минусов довольно много. Первый. Очень шумно. Он даже называется тук-тук в некоторых странах, потому что он гремит. Тук-тук-тук-тук-тук. Следующее. Нет, конечно, кондиционера. Но обдувает свежий воздух, когда едешь. А вот когда стоишь, нужен вентилятор. Надо будет купить вентилятор еще. Следующее. Есть колонки встроенные, но звука никакого. Нет звука. Следующий минус — это педаль тормоза. Во-первых, тяжело держать все время ногу. И тяжело нажимать довольно. Следующее. Нужны сильные руки, чтобы переключать скорости. Потом переключение поворотников. Вот, например, я включаю скорость, я уже не дотягиваюсь. Ну и также с другой стороны сигнал тоже. Вот это не знаю, какие руки должны быть, чтобы так легко дотянуться. Еще один минус — это нет дверей полных, крытых. Устойчивость его тоже под сомнением, потому что 3 колеса. Еще один минус. Не всем этот трайкап подходит. Ноги не влезают. Нет, ноги влезают, но я смотрю, ну, если сидеть ровно, это уже обзор глядится чуть-чуть закрывает. Все равно надо немного наклоняться при росте 185. Так. А ноги? Покажи ноги. Ну, ноги-то нормально. Расход топлива получается примерно 3,5 литра на 100 километров. Купил Bajaj примерно за $3000. За эти деньги я получил компактный, но вместительный семейный транспорт, который хорошо подходит для поездок по острову. Для сравнения показываю Bajaj Maxima. Он немного вместительнее. Здесь больше места для пассажиров и сзади есть отдельный багаж с дверью. А это конкурент Bajaj ТВС. Он немного дешевле, так как бренд похуже. Походная. Давай еще, я не заснял.
поставь жирнющий лайк и подпишись на канал. Будет много интересного.